Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы беседуем с нашим другом Александром Кияевым. Александр Кияев – эксперт в военно-политической сфере. Кроме этого, Александр Кияев – полковник в отставке, служивший в Объединенном штабе, Генеральном штабе Вооруженных сил Республики Узбекистан. Тема нашей сегодняшней беседы – это строительство АЭС в Казахстане, но перед строительством АЭС в Казахстане было принято решение о проведении референдума. Поэтому мы будем обсуждать референдум о строительстве АЭС в Казахстане и связанные с этим различные угрозы и другие вопросы, которые могут быть связаны со строительством АЭС и энергетикой в нашем регионе. Правительство Казахстана приняло решение о проведении референдума по использованию атомной энергии 6 октября 2024 года. И в связи с этим у меня к вам вопрос, Александр. Как вы оцениваете целесообразность проведения референдумов при реализации таких крупных проектов, как АЭС? И насколько важны такие механизмы для общественного мнения и политической легитимности этих решений? Добрый день. Вопрос важный. Прежде всего о том, что устроится атомная электростанция в регионе. Ожидается вторая атомная электростанция после строительства на территории Узбекистана. И важно это тем, что вопрос вынесен на референдум, на обсуждение всем народом. Интересный момент тем, что Конституция Казахстана и законодательство Казахстана предусматривает такие референдумы. Причем они касаются не просто именно там атомных станций или чего-то, а вообще, как написано в них законах, важных вопросов государственной жизни Казахстана. И показ того, что правительство проводит такой референдум, не просто своим личным решением, не просто там каким-то мнением специалистов, экспертов, или, как мне кажется, оказанием давления извне на принятие этого решения, а идет так, посоветоваться, спросить мнение народа. Другой момент, насколько сами казахстанцы верят в то, что результаты этого референдума действительно покажут мнение людей по нескольким показателям. Даже не то, что есть среди них высказаны такие скептические мнения, что посчитают неправильно или заранее определят. Ну, по всем странам нашего региона такая угроза всегда есть. Вопрос тут даже в другом. Как сформулирован вопрос этого референдума? А вопрос сформулирован просто. О том, хотите ли вы электростанцию или нет. Ну, точнее, вот даже сейчас я зачитаю, согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане. И здесь не говорится не только о том, кто будет это строить, где это будет строиться, когда это будет строиться. То есть люди, которые, например, считают, что да, атомную электростанцию в Казахстане через 10 лет построить нужно, не скажут да. Потому что вообще могут считать, что необходимо увеличивать количество электроэнергии в стране. А тот, кто будет проводить референдум и потом подводить его итоги, может это показать и по-другому. А сказать, вот мы же сейчас обсуждали конкретный вопрос, и референдум поднимали под конкретный вопрос по строительству вот этой электростанции уже с фактически подписанным, ну, формально не подписанным, но так уже скажу, что они уже все проработаны вопросы, именно через Росатом. Значит, народ вот именно это одобряет. Конечно, за эту неделю никто менять просто этот не будет, да и мы тут не ставим эту задачу, чтобы вмешиваться там в дела, кто-то советовать. Просто вот такой риск есть. Как за этот вопрос, так и против него могут проголосовать люди по абсолютно разным причинам. Эти причины не будут отражать конкретное отношение к данному строительству. Вот в этом его главная опасность. С другой стороны, сам факт проведения референдума очень хорош. Это показывает, что в Казахстане, еще раз оговорюсь, может быть условием некоторых казахстанцев формально, но все равно учитывается мнение народа, и это соответствует оговоренному в Конституции и в законе о проведении референдума. То есть вы хотите сказать, что итоги референдума могут повлиять на решение правительства Казахстана о строительстве АЭС в стране?
даже не то, что могут повлиять, а оно должно быть повлиять, потому что, опять же, законом о этом референдуме, там не, законом казахстанском референдуме не говорится о том, что может учитываться или не может учитываться. Там это прописано четко. Оно должно реализовываться. Должно реализовываться. Поэтому тут будут очень важно, насколько правильно население поймет эту тему референдума, то именно вот она не абстрактная, не вообще в какой-то электроэнергетике, а именно под этот конкретный вопрос. И нигде же не нигде же не запрещается законодательство Казахстана провести через несколько лет, когда изменится ситуация, изменится обстановка, провести другой референдум, связанный с этими же вопросами, с атомной энергетикой, переформулировав этот вопрос. Ну, типа того, можете ли вы в новых условиях, с новыми технологиями, считаете ли возможным строить атомную электростанцию? Такая возможность сохраняется. А вот то, что есть обязательство по закону правительства Казахстана реализовывать решение референдума, это прописано в законе. И от него отойти будет нельзя. Другое дело, что, ну, не хочу упрекать, не изучал обстановку, но сами казахстанцы, я так просматривал немножко информацию, они скептически относятся к возможностям объективного подсчета референдума. Такие же скепсис высказывался и вот несколько лет назад, когда они применяли изменения Конституции. Там тоже высказываются такие предположения, что ну что идти, ну, уже там будет решено, что будет столько-то процентов участвующих, там 65 примерно, то потому что чтобы референдум считался состоявшимся, надо не менее половины, то около 80 выскажется за, потому что надо будет объяснять это воле народа. И такой скепсис немножко остается. Насколько это реально будет? Насколько независима эта комиссия, которая будет подсчитывать голоса? И этот вопрос, ну, опять же, до нас, пакистанцев, возможно, это будет касаться в свете предстоящих выборов в Узбекистане, тоже проблемы люди высказывают. Мы пойдем голосовать, а как это посчитать? Так и здесь. Как посчитать? То, что они будут обязаны выполнять после объявления, это однозначно. Но опять я немножко продолжу. Как поймут вот это желание людей иметь эту электростанцию? Поймут ли необходимо это иметь прямо сейчас? Да. Или поймут, что вообще мы не против, давайте изучать. Проводить тендеры, искать разных подрядчиков. Возможно, да, изучать разные проекты, приглашать специалистов. Как это будет потом понято? Вот это будет важнее, даже чем сам результат референдума. Ну, что, скорее всего, так думаю, он будет за. Да, тем более, учитывая, что Казахстан – это авторитарный режим, в котором много выборы обычно проводятся, и выборы побеждает правящая структура. Да. И говорить о том, что выборы были честными или референдум был честным, независимым, и подсчет велся объективно, тоже очень мало оснований. Часто в авторитарных режимах референдумы, голосования все-таки необъективные, и подсчет ведется в пользу правительства. Да? Как еще во времена Советского Союза был старый этот анекдот, Сталин говорил, не имеет значения, как голосуют, имеет значение, кто считает. Да? Да. Не нашел я ни в одном обсуждении, что могут быть проведены экзит-полы в ходе референдума, чтобы можно было хоть как-то сравнивать. Поэтому здесь вопрос больше другой. Скорее всего, результат будет предсказуемый. Важнее, как они потом этот результат истолкуют. Ясно. Теперь опять возникает тот же вопрос, который мы обсуждали с вами во время обсуждения строительства АЭС в Узбекистане. Да? Какие потенциальные риски могут возникать в связи с строительством АЭС в Казахстане? С учетом того, что вы говорили о многих военно-политических рисках, которые могут возникнуть. Это вы говорили, когда мы обсуждали строительство АЭС в Узбекистане, да? О каких рисках мы можем говорить теперь в связи с строительством АЭС в Казахстане? Большинство рисков будет приблизительно таким же, но тут еще нужно учитывать, что в Казахстане уже существует одно такое сосредоточение российской силы, это в районе Байконура. Космодром используется в таком плане, что там фактически полностью и российская власть, российское законодательство, и Казахстан имеет очень мало возможностей что-то повлиять
как на жизнь в этом районе, так и на то, что там реально делают, что туда приводят и как это используют. И создание еще до такого же очага в Казахстане, пока, как обговаривается, строительство атомной станции будет в южной части, где-то в Алматинской области, говорит о том, что два таких центра иметь для влияния на Казахстан выгоднее, чем один. Причем, если говорилось раньше, что возможно условия поделения Казахстана на две зоны влияния, российскую и китайскую, и Китай будет влиять вот на южную и восточную зону, юго-восточную зону. Казахстан — это российская атомная электростанция как раз там, где, условно, пока так, по предположениям, может быть зона влияния Китая, говорит о том, что тут и Россия пытается расширить свои вот эти перспективы, если вдруг какие-то возникнут в Казахстане сложности, и он будет раздумывать, ко мнению кого больше прислушиваться. А тут уже такое дополнительное рычаг. И, как бы я говорил, полагал, для Узбекистана это сначала площадка для строительства, а потом и сама станция со всей этой системой безопасности, энергетики, обновления ресурсов, обновления технологий, замена оборудования может быть такой скрытой формой военного присутствия и разведывательного присутствия. Так точно самое может быть таким же дополнительным центром и вот эта электростанция, строительство и действует эта электростанция в районе Алматы на юге Казахстана. То есть для Казахстана два центра – это более опасно, чем один. Может быть, поэтому мы замечаем, что риторика Токаева то переходит из более независимой до более лояльной до Российской Федерации, и в последнее время именно вот он как-то так более лояльно и более спокойно к этому говорит. В некоторых моментах даже присоединяется к каким-то инициативам международным, от которых он раньше бы отказывался. Поддержку России. То есть это второй рычаг, не рычаг, второй очаг влияния. Да, когда вы говорите, что центр Байконуре и новый второй центр, вы имеете в виду присутствие не только научно-техническое, но военное присутствие. Да, вы абсолютно правильно поняли, да. Научно-техническое присутствие, оно и так может быть, и пусть оно будет, а именно это опасно тем, что эта территория не будет фактически контролироваться казахстанскими властями. Как Байконур не контролируется, там чисто формально какие-то несколько органов внутренних дел, которые не имеют реальной силы в отношении ни граждан России, ни объектов, которые находятся там. Так и здесь, исходя из того, что первоначально сообщалось о строительстве атомной станции в Узбекистане, потом эта информация вообще пропала из открытых источников, а других мы не пользуемся, то вполне вероятно, что и сооружение атомной электростанции в Казахстане будет сопровождаться такими же мерами безопасности, которые будут приниматься именно под руководством и силами Российской Федерации. Как они будут? Будет ли это военная организация типа внутренних войск Росгвардии, или это формально будет создана частная организированная компания, значения не имеет. Главное, что они будут под контролем соответствующих структур России. И это вот именно очаг возможного военного и разведывательной деятельности. В прошлый раз в нашей беседе по Узбекистану говорили, что энергетика стала оружием для Путина, который шантажировал Европу своим газом, энергетическим оружием. И теперь проникновение в Узбекистан, Казахстан, строительство АЭС России, Росатомом, это все-таки дает России энергетические рычаги. То есть можем ли мы говорить, или как можно оценивать ситуацию с энергетической безопасностью в нашем регионе, скажем, даже из строительства АЭС в Казахстане, может ли это влиять на энергетическую безопасность соседей Казахстана и, в частности, на Узбекистан? Безусловно, я с вами полностью согласен, что Россия использует энергетику и свое влияние на энергетические системы, любые, что нефтегазовые, что вот сейчас электронные, для достижения своих политических, экономических целей. Это очень четко прослеживается, как вот с началом этой войны в Украине, когда они там угрожали Европе, что начнут закрывать этот газ, продолжением ее. Значит, в этой связи настораживает несколько моментов. Во-первых, это принуждение, я другого слова не нахожу, Казахстан и Узбекистан к созданию вот этого газового союза, который был подписан в прошлом году, в конце прошлого года, Да. именно для того, чтобы объединить эти сети в целое. Причем это объединение такое, что решающую роль в этом управлении системой получает Российская Федерация. Ну и большинство экспертов считает, что это не для помощи
Узбекистану, Казахстану, а и только для того, чтобы уже получить полный контроль над этой газотранспортной системой для перекачки газа в Казахстан. Но одновременно эта система дает возможность и контролировать перекачку газа для потребителей внутренних Казахстана. Теперь Россия возобновляет свое влияние, ну, существует центральноазиатская энергетическая система, которая объединяет сейчас Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Сначала юг Казахстана в нее входил еще в советские времена, так как сейчас в Казахстане это общая система, то они туда тоже к этому подтягивают. Центр традиционно этой системы в Ташкенте находится, он работает, причем у него в настоящее время функции не управления, а только координации, то есть он не может влиять на систему. А сейчас, вот после недавнего приезда Мишустина, было очень интересное заявление руководителем, министром энергетики России, который прям буквально чуть ли не выйдя из дверей, заявил, что принято решение о том, что теперь системный оператор Российской Федерации тоже будет участником этой системы. И в том, что в заявлениях Узбекистана после этой встречи об этом не говорил. Говорилось как такие общие слова, что вот там сотрудничество, все, а тут явно поспешить, заявить, что вот туда вот эта система вошла. Да. Конечно, это будет выдаваться под винтом, вот мы теперь вам поможем, мы вас поединим и будем вам эту еще энергию выдавать. Вот проблемы же, помните, были там и в Казахстане, и в Узбекистане зимой, теперь мы вам дадим. Сомневаюсь. Это с точки зрения безопасности энергосистемы Россия берет на себя управление. Хочет подтянуть управление системой, официальное или неофициальное, чисто какие-то дополнительные средства, для того, чтобы корректировать, кому что подавать. Мощность той, например, электростанции атомной, которая строит Россия в Узбекистане, незначительна. Там посчитали мы в прошлый раз проценты, она мизерна, что даже непонятно, для чего. Мизерный, да. То, что было вот первоначальный проект, там он составлял примерно где-то чуть ли не 10% необходимых потребностей, а этот составляет там вообще на уровне 1%. Несущественно. Но, условно так, если мы скажем, акционерное общество, получается, что миноритарный акционер с 1% акций вступает в права полностью управления системой, потому что он имеет такие технические возможности. Мы понимаем, что это не экономическое решение, это чисто политическое решение. И теперь вот сейчас, вот выходя в эту систему и с созданием атомной электростанции в Казахстане, Россия сможет влиять уже, во-первых, на два самых крупных государства региона, на их энергетическое потребление. Ну и, естественно, уже на меньшие государства региона это влияние будет значительно больше. Или непосредственно через РП, Российскую Федерацию, или уже опосредованно через Казахстан и Узбекистан. То есть внедрение России своего системного оператора в эту центральноазиатскую энергетическую систему, показывает, что идет попытка взятия под контроль этой системы. Под прикрытием вот наши же электростанции есть, которые работают, вот там нужно, чтобы они работали с нашей связки. Возможно, будет ссылка на какие-то технологические процессы, ссылка может быть на какие-то там технические вопросы, что это необходимо обязательно, что это может быть только от нас. Но суть и угроза в том, что берется энергетика под контроль. Как это потом будет? Особенно они, как говорят, можно будет давать перетоки в одну и другую сторону. Узбекистан и Казахстан реально не смогут проверить, хватает ли этой энергетики в тех российских источниках или сетях, которые будут связаны, или не хватает. Действительно ли нужно, очень нужно прибрать часть энергетики с Узбекистана и Казахстана, откинуть туда, или просто пока не давать? Мы контролировать не сможем. А рычаг для шантажа очень мощный. Очень мощный. Мы же видим, как часто, например, для войны в Украине удары наносятся по энергетическим объектам в преддверии зимы. Это было и в 2022 году, в этом году начали с лета, сейчас тоже ожидается мощь. То есть к тому периоду, когда мы. И так и там. Могут они весной и летом успешно работать, как пойдет этап необходимого потребления, как в кавычках будут возникать проблемы. Но мы вам не можем, или вы давайте мы что-то сделаем, тогда пойдет. Не верю я нынешнему российскому руководству, и оно объективно к этому идет. В том плане, что это честный игрок, честный политический союзник. Любую возможность по давлению, любую возможность по нанесению вреда, ущерба тому, кто с ним не согласен, оно будет использовано. И давать ему такой рычаг в руки, это или быть очень недальновидным, или настолько сильно зависеть, что не иметь силы сопротивляться. Да. Во время Советского Союза была общая энергетическая система, да? Да. Сейчас Россия воссоздает общую энергетическую систему и общая энергетическая система, скажем, если мы разделим,
электрическая система и газовая общая система сейчас, да, фактически создается. И, как вы сказали, весь контроль за этой системой будет не у Казахстана, не у Узбекистана, а будет в руках России, которая будет решать, когда что давать, когда что отключать. И зависимость стран нашего региона, крупнейших республик Казахстан и Узбекистан, они будут полностью зависимы от России в этой ситуации. Да, да. Причем вот именно Россия сейчас представляет это, как они воссоздают единую систему. Но это не так. Эта система уже существует. Она, если не ошибаюсь, с начала 2000-х годов была государствами воссоздана. И существует координационный центр этой системы. Да. Но он еще раз на правах не управления, а координации. И если Россия говорит, что мы вот создадим систему, которая будет еще вот и управлять, ну, это говорит, что это уже будет не как у нас сейчас между соседними государствами координация действий, координация решений. Это будет центр, причем вне региональный центр, который влияет на систему в регионе. Угу. То есть путинская Россия через создание энергетической общей сети хочет усилить зависимость республик Центральной Азии от России, чтобы рычаги давления на центральноазиатские государства были более сильными, и таким образом они хотят управлять и контролировать политическую ситуацию развития этих государств, так как если Казахстан или Узбекистан или другая республика захочет проводить независимую политику, то у нее возникнут проблемы на Байконуре, в АЭС или в газовой системе. И население, которое будет, скажем, в зимний период нуждаться в газе, и Россия в этот момент отключит свою центральную энергосистему и подставит руководство этих государств, да? И скажет, если вы будете выполнять мои условия, мы вам дадим газ или электричество. Да, вполне возможно, и вот это то, чего я опасаюсь, как человек влияния. Причем, скорее всего, в публичном просторе это не будет, что мы вам, ну, как в том фильме «Бриллиантовая рука», не будете брать отключен. Это не будет вот так публично. Это вот будет под видом каких-то сложностей, будут писать, что наши не выполнили какие-то там обязательства, которые были, теперь нужно подумать. Вот вспоминается момент, может быть, снова же не с электросистемой, а с нефтью. Ну, уже с начала войны в Украине у Казахстана были позиция дистанционировать этой войны с Россией. Что сделали? Сразу же в Краснодарском, где-то там в Новосибирском порту, там был терминал, через который казахстанскую нефть отпускали дальше, тут же там начались проблемы. Проблемы это там то ли качество нефти не такое, то ли еще что-то, нам нужны дополнительные проверки, и все. То есть объяснялось так, что это не Россия, то что-то крутит, а это Казахстан сам виноват. Аналогично, как помните, было там, начались проблемы с Турцией, турецкие помидоры зараженные, все, не принимаем, да, вот надо их проверить, там нет никаких этих вредителей. С нашим, с Узбекистаном также было несколько раз, когда водовочную продукцию возвращали. Вот там нашли какого-то там бактерию или еще чего-то, она может и только эту продукцию испортить. То есть они не будут признавать открыто, что это было для того, чтобы ваше правительство что-то сделало. То же самое против мигрантов начинается. Вот мигранты, они там неправильно тут зарегистрированы, давайте мы их отправим назад. Я же понимаю. Но все люди, которые в этом крутятся, они понимают, это не связано с этой проблемой. Это проблема, которая специально надумывается, демонстрирует, что не Россия не выполняет свои обязанности или хочет на что-то повлиять, а вот, как эта фраза, мы вынуждены это сделать. Вот они такие все хорошие, а вот их вынудили. Так и здесь будут какие-то проблемы, связанные с тем, что вот ну там газа нет, а вот у вас там где-то там система там слабенькая, мы не можем отдать на пост. Подключили. Вот у вас там морозы сильные, а вдруг электропровода там замерзнут, отвалятся. Подключили. То есть в плечах влияние есть. Те, кто придумает им причину уважительную не по их вине, есть и будет. И вот это будет реализовываться. Или это будет настолько яро подпольно выражено, что уже руководители будут это понимать и даже не будут пытаться что-то делать. А можем это, например, последить вот при ближайших голосованиях на Генеральной Ассамблее АО. Кого там поддерживать. И мы видим, что сначала, допустим, этой войны Узбекистан и Казахстан, если и не голосовали против войны, то, по крайней мере, как-то поддерживали что-то, там как-то позиция стала потихонечку меняться.
И тут надо понимать, и даже вот для того, чтобы получить какие-то голоса в каких-то организациях, это давление будет. Развитие ситуации, конечно, очень огорчает. Но вы, как эксперт в военно-политической сфере, что вы могли порекомендовать государствам Центральной Азии, чтобы они думали о своей независимости, о своей безопасности? Если они думают об этом, какие шаги они должны предпринимать в этой ситуации? Ой, я такую на себя смелость не возьму советовать главам государств, потому что очень много закрытой информации, которую они получают, а которую мы, естественно, не знаем, а мы знать не можем. И предполагать что-то можем, угадывать, но понимаем, что для них что-то давит. Первое, может быть, совет такой: избавиться от той причины, которая позволяет вот так вот на них давить. Подпольно давить через какие-то рычаги, которых мы и не знаем. Другое – это усиление внутренней солидарности без внешнего старшего брата. Да, В Узбекистане, ну, в Казахстане меньше, я знаю, в Узбекистане часто говорят, что будет Украина, мол, чего не сопротивляется, Россия намного сильнее. Я так провокационно задавал вопрос: хорошо, а если вот на Узбекистан нападет страна, которая будет значительно сильнее, вы будете предлагать Узбекистану сдаться? Уходит от ответа, но никто, ну никак, большинство открыто не говорит: да, мы будем бороться до конца. Нет. То есть вот эта позиция, что мы понимаем, тот враг сильнее, поэтому мы должны слушать, она почему-то приводит к мнению: давайте мы будем его подчиняться этому давящему наш сильному, чем а давайте мы из небольших создадим большое объединение, которое уже будет способно хоть как-то сопротивляться. Для того, чтобы создать такое объединение государств, все-таки нужно здесь это захотеть прежде всего, избавиться от тех, кто советует вот смотреть на сильного и прислушиваться к мнению сильного. А, к да, сожалению, в нашем регионе путь силы, он и на бытовом уровне очень сильный. Ну, немножко отвлечется, знаем, если в Махале появляется какой-то такой авторитетный криминалитет или человек с государственного органа высокой должностью, все, все на него ориентируются. Даже если он что-то делает, там, чуть прибрал территории, не да, поставил парковку, сдвинул гараж, никто не возмущается, потому что уважаемый сильный человек. Так вот, надо вот это сломать. Надо вот это убрать, эту систему культа силы, без бытового и политического, и понимать: мы можем вместе, самостоятельно реализовывать свои желания, без того, что мы будем кому-то подчиняться. С другой стороны, мы говорили, что да, все равно наш район очень интересный. Он не всегда был в центре политики и в центре мировых интересов экономических, но периодически появляется. В частности, как, может быть, не центр, не как сырьевой центр, а вот хотя там с нефтью и газом Туркменистан сырьевой центр, да. а коммуникаций. И поиграть, может быть, на вот этих стремлений Китая делать Центральную Азию таким транспортным коридором в обход и России, и Южных морей. Не то, что как бы слуга двух господ, а именно удержать именно, как раньше говорили, равноудаленную позицию от нескольких центров. Не потому, что там всем все обещаем, а именно потому, что мы сами имеем свое собственное мнение и хотим жить по-своему на своей регионе. У нас больше общего между государствами региона, чем вот с теми внешними силами, которые хотят прийти и нами тут управлять. Поэтому, может быть, такой вариант. Хотя, еще раз, я не возьмусь советоваться, просто как вот позиция, которая может заниматься общественными обществом. Ну и вот если мы об этом заговорили, может быть, немножко не совсем в тему, если мы видим, что руководство по какой-то причине не может явно противостоять вот этому внешнему давлению, то вот здесь как раз задача общества показать, Да, что да. оно не согласно. Даже, может быть, не критикуя напрямую своих руководителей, сказать: эта линия нам не подходит, мы с ней не хотим жить. Это нам принесет вред. Да. Вот это как раз и будет такая сознательная гражданская позиция: не слепо поддерживать то, что решило руководство, а помочь ему оказать сопротивление, по крайней мере, хотя бы на политическом уровне, на интеллектуальном, на эмоциональном, на вот таком уровне хотя бы обсуждения. И тем более надо учитывать, что с Центральной Азией сотрудничество хотят развивать Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки. Они проводят 5+1, да, вот эти встречи с лидерами Центральной Азии.
и они какие-то планируют совместные действия, совместные проекты. Европейский Союз, Соединенные Штаты хотят инвестировать. И это тоже одно из направлений, за которое бы могли страны Центральной Азии хорошо ну, ухватиться и сотрудничать, потому что это тоже будет им гарантией их независимости и безопасности. Вот очень важный момент вы обратили внимание, спасибо. Действительно, это был бы очень хороший стимул для развития экономических отношений и благосостояния людей. И вот тут еще одна причина, по которой Россия пытается влезть в это управление и завязать на себя. Создать условия, при котором Узбекистан и Казахстан попадут под вторичные санкции. Да. То есть, как государства, сотрудничающие с Россией в сфере энергетики, в этом нефть, газ под санкциями транспортировка, они попадут под эти санкции, то есть инвестирование со стороны Запада будет уменьшено, предприятия, которые сотрудничающие, будут приглушены, общественные организации, которые ориентируются на демократические системы, будут приглушены, и это даст возможность будет, вот видите, вот они вас бросили, а мы ваши самые верные, самые надежные друзья. Это Да. еще один уровень опасности, который будет влиять не только на нынешнюю ситуацию, но и на некоторое развитие вперед, потому что будет ворачивать часть людей. А вот очень хороший момент о том, кто может еще оказать поддержку, ну, моему взгляду, это может быть еще и Индия, которая сейчас очень сильно развивается. Вот. И были контакты у Узбекистана с Индией в начале 90-х годов, там и строительство Каримаджанской ГРЭС там принимали они участие, и в других проектах. То есть тут можно было бы воспользоваться и этим вариантом, то есть показать еще одну какую-то внешнюю силу, что мы вот до всех готовы открываться. И на север, и на запад, и на восток, и на юг. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто нам идет к нам с хорошими делами, не пытается на нас сильно давить и влиять. Ну и с другой стороны, как сказать, не поссорить их между собой, а показать, что они конкуренты в этом регионе. В этом регионе, и они не могут рассчитывать, что мы обязательно кого-то четко поддержим при всех условиях. Вот это тоже может дать возможность нам к независимым действиям по многим вопросам. Быть готовым к инвестициям со всех сторон, которые по-хорошему канале не ограничивают в принятии последующих политических или экономических решений. Спасибо. И завершая, все-таки хотелось бы сказать, что для того, чтобы амбиции России и ее стремление к гегемонии снижалось, это важна победа Украины. Потому что чем больше успех у России на этом фронте, ее амбиции возрастают. Чем больше поражение, фиаско России становится явным для мировой общественности и для жителей Центральной Азии, тем больше влияние России снижается. И поэтому все мы переживаем за то, чтобы Украина смогла выстоять, потому что Украина защищает не только себя, Украина защищает независимость и безопасность Центральной Азии, а также Европы. В Швеции, например, постоянно об этом говорят и напоминают, что Украина воюет не только за себя, но она воюет и за свободу и безопасность Европейского Союза. Да, и за свободу и безопасность очень точно вы отметили и всех других государств, которые раньше входили в состав СССР. Это показывает, что можно противостоять, можно отстаивать свою линию, свое желание, свой путь развития. Можно оставить. Вот он пример. Действуйте. Но опять же, вот мы видим, что уже на примере Украины, ну, хороший пример, показывает, что один не выстоишь. Нужна поддержка, и поддержка это прежде всего соседей, как Украину поддерживают европейские страны. Несмотря на те какие-то бывшие ранее серьезные противоречия, там, скажем, с Польшей, с Румынией, все-таки государства поддерживают. Да. Энергично. Таким и нам надо в регионе. Да, у нас есть какие-то свои противоречия, есть сложности по тому же газу, есть сложности по воде очень серьезные, там, или по энергетике, не связанные у нас эта энергия и вода, или поливать, или вырабатывать энергию есть. Да. Это показывает, мы должны быть вместе, мы должны объединяться, мы должны не вникать в один другой, но поддержать друг друга для того, чтобы каждому выбрать приемлемый для него путь политического, экономического, национального развития какого угодно. Большое спасибо, Александр, вам за сегодняшнюю беседу.
за то, что вы смогли уделить нам время. Я благодарю всех, кто нас смотрит и слушает. Друзья, поделитесь этим видео со своими товарищами. И важно, чтобы это мнение достигло как можно большего количества жителей нашего региона, чтобы мы знали, как важно отстоять нашу энергетическую безопасность. Спасибо большое, Александр. Слава Украине! Героям слава. Всего доброго, Палата. Всего доброго. До свидания.